Здравствуйте, друзья! Эти кадры не фильм и не фантазия. Это наша реальность. Планета пылает, рушится, тонет и содрогается. Сегодня вы увидите, насколько хрупок мир, в котором мы живем. Но мы начинаем и переносимся в Великобританию. Сильные и продолжительные дожди, принесенные штормом Клаудия, привели к катастрофическому наводнению в Уэльсе. Реки Монноу и Вай вышли из берегов, в результате чего исторический город Монмут оказался затоплен, а его центр превратился в озеро. К утру субботы вода достигла критических отметок. Низменные районы и центральные улицы, включая Монноу-стрит, Овер-Монноу, Осбостон и Скенфрид, оказались под водой. Вода доходит до окон, а улицы завалены обломками. Пострадали более 17 домов и 20 коммерческих предприятий. Агентство по охране окружающей среды Уэльса выпустило экстренные предупреждения о наводнении и призвало жителей прилегающих территорий эвакуироваться. Прибывшие на место спасатели эвакуировали более 100 человек во временные убежища в местной библиотеке и школах. Жертв удалось избежать, но около 10 человек были госпитализированы с переохлаждением и легкими травмами. Наводнение парализовало транспортное сообщение. Ключевые дороги закрыты. Железнодорожное и автобусное сообщение между Монмутом и Херрифордом отменено. В аэропортах Кардиффа и Бристоля наблюдаются задержки рейсов. Ситуация в регионе остается напряженной. Власти призывают жителей соблюдать максимальную осторожность и следовать инструкциям экстренных служб, особенно в зонах повышенного риска. На крупном логистическом складе в Южной Корее в районе Пхунсеммён города Чхонан провинции Хунчунчон-Амдо вчера вспыхнул сильный пожар. Сигнал о возгорании поступил около 10:45 по местному времени. Пламя быстро охватило здание склада. По предварительным данным, пострадавших нет, однако материальный ущерб значительный. Тушение пожара осложнялось тем, что склад был полностью завален легко воспламеняющимися товарами, в основном одеждой. Это стало основным фактором быстрого и неконтролируемого распространения огня по всему периметру здания. В тушении пожара задействовали 63 пожарных расчета и 129 спасателей из разных регионов Южной Кореи. Активно работала также пожарная авиация. Причины возгорания пока не установлены. Ведется расследование обстоятельств инцидента. Более 700 пассажиров оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за экстремальных погодных условий. Сильная метель и штормовой ветер, достигающий 30 метров в секунду, заставили администрацию аэропорта отменить 7 запланированных рейсов. Сотни людей вынуждены были ожидать вылета в здании аэровокзала. Из-за практически нулевой видимости и сильного бокового ветра работа аэропорта была полностью парализована. По данным местных властей, улучшение погоды в ближайшее время не предвиделось. В связи с этим было принято решение эвакуировать застрявших пассажиров из аэропорта в гостинице Норильска. Жителей и гостей Норильска просят воздержаться от любых поездок за пределы населенных пунктов до стабилизации погодных условий. На итальянский город Генуя и регион Лигурия обрушился сильный шторм, который принес в регион экстремальные погодные условия. Количество осадков было таким, что привело к разливу ручья Феджино, затоплению улиц, площадей и подземных переходов, а также переполнению канализационных люков. В Пелье сильный дождь стал причиной обрушения подпорной стены частного сада, которая рухнула на дорогу внизу, сметая припаркованные автомобили. Наиболее пострадавшей зоной стала западная часть Генуи между Вольтри и Сан-Пьер-де-Реной, где в разгар буйства стихии из моря вышел водяной смерч, опрокинул грузовой транспорт и повредил здание. В районе Импельезе, помимо продолжительного дождя, вызвавшего сильное наводнение и град, наблюдался сильный порывистый ветер. В Дольче-Акуа на линию электропередач упало большое эвкалиптовое дерево, что привело к отключению электроэнергии в нескольких домах. К полудню грозовая структура, обрушившаяся на Геную, отошла и ситуация успокоилась, однако синоптики продлили оранжевый уровень опасности в регионе на ближайшие дни. В
В пятницу в промышленном парке города Эсейса, расположенном в провинции Буэнос-Айрес, произошел мощный взрыв на предприятии по производству агрохимикатов. По данным СМИ и местных властей, взрыв прогремел на территории химического производства. Ударная волна и последовавший за ней огонь повредили соседние здания, включая завод по производству красок. Сообщается о серьезных повреждениях по меньшей мере 5 фабрик. Число пострадавших в результате ЧП составило как минимум 22 человека. Все они получили различные травмы, включая ожоги и отравление продуктами горения. Наибольшую опасность для населения представляло токсичное облако, образовавшееся в результате горения химикатов. Оно распространилось на несколько километров от эпицентра взрыва. Власти немедленно объявили чрезвычайную ситуацию, эвакуировали окрестные районы и закрыли трассу Эсайса-Канюэлос. Для предотвращения отравления жителей близлежащих районов им было настоятельно рекомендовано оставаться дома, держать двери и окна плотно закрытыми. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Настоящая зима пришла в высокогорные районы турецкой провинции Сивас. Утром в пятницу температура воздуха резко понизилась. В регионе прошел интенсивный снегопад. В таких районах, как Доганшар, всего за несколько часов образовался глубокий снежный покров. Плотный снег быстро ложился на дорожное покрытие и обочины, формируя труднопроходимые снежные заносы. Из-за сильной метели на многих участках дорог видимость снизилась до минимальных значений. Движение на ряде ключевых направлений было временно прекращено. Десятки водителей были вынуждены останавливаться и пережидать непогоду на обочинах. Местные власти и дорожные службы оперативно мобилизовали технику для расчистки трасс. Представители дорожных служб Сиваса напомнили водителям о необходимости обязательной смены летней резины на зимнюю и соблюдении безопасного скоростного режима в условиях снегопада и гололедицы. Согласно климатическим данным, снегопады наиболее интенсивны в Сивасе в разгар зимы, ноябрь же традиционно является лишь началом сезона. Жители предупреждают о необходимости быть готовыми к резким изменениям погоды и следить за сообщениями экстренных служб. На популярный португальский курортный город Албуфейра в регионе Алгарве вчера обрушился торнадо. Он пронесся через город, оставив за собой полосу разрушений. Ураганный ветер валил деревья и фонарные столбы, повредил здания и автомобили. Жители сообщают о значительных материальных потерях. По сообщениям местных властей и экстренных служб, в результате удара стихии погиб по меньшей мере 1 человек. Число пострадавших достигает 20 человек, 4 из них получили серьезные травмы. Остальные отделались легкими ушибами. Большая часть пострадавших, как сообщается, находилась в одном из отелей, который оказался на пути торнадо. Это экстремальное погодное явление стало частью мощного циклона Клаудия, который пронесся над Португалией. Президент Португалии выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией последствий стихии и оценкой нанесенного ущерба. На популярном сибирском горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области вовсю господствует зима. Снегопад пришел в регион еще в начале месяца. С тех пор практически не останавливался. По сведениям местных метеостанций, высота снежного покрова уже превысила средние многолетние показатели для этого периода. Администрация горнолыжного курорта в Шерегеше сообщила о предварительном открытии трасс в субботу, 15 ноября. Официальный старт сезона намечен на 22 ноября. Синоптики прогнозируют сохранение зимней погоды в регионе в ближайшие дни, что гарантирует отличное катание для всех, кто решит посетить сибирский курорт. Южный израильский город Ашкелон столкнулся с серьезными последствиями проливных дождей, обрушившихся на регион. За 24 часа выпало 66,3 мм осадков. Интенсивный дождь быстро переполнил городскую ливневую систему, превратив основные магистрали в водные потоки. Особо сложная ситуация сложилась на дороге Рабин-Цафния, которая является одной из ключевых транспортных артерий города.
Власти были вынуждены на некоторое время полностью перекрыть движение на этом участке из соображений безопасности. Все это время службы спасения Ашкелона работали в усиленном режиме. В течение дня им пришлось проводить операции по эвакуации граждан, чьи автомобили оказались заблокированы прибывающей водой. В результате оперативных действий спасатели успешно вывели в безопасное место 8 человек, которые не смогли самостоятельно выбраться из своих затопленных транспортных средств. Сообщений о серьезно пострадавших в результате наводнения не поступало. Городские власти призывают жителей Ашкелона и близлежащих районов избегать затопленных улиц и не пытаться пересекать водные преграды на автомобилях. Новые данные и снимки, полученные в результате недавнего пролета над вулканическим комплексом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, подтверждают, что один из самых молодых островов на планете продолжает увеличиваться в размерах. Остров образовался в результате серии мощных подводных извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Постоянная вулканическая активность и выбросы пепла и лавы постепенно наращивают площадь суши. В настоящее время ширина острова составляет около 1 километра, а его высота достигает 70 метров над уровнем моря. Этот остров является уникальным объектом для изучения геологами и климатологами, поскольку демонстрирует процесс формирования суши в режиме реального времени. Активность вулкана тщательно отслеживается местными и международными службами. Серия мощных гроз, проливных дождей и внезапных паводков обрушилась на западные регионы Саудовской Аравии, вызвав значительные нарушения в работе инфраструктуры в городах Янбу, Джидда и Мекка. Интенсивные осадки, местами сопровождавшиеся градом, привели к разливу ручьев и подтоплениям. Больше всего от непогоды пострадал промышленный город Янбу, где интенсивные осадки вызвали сильные наводнения на улицах. На востоке от города порывистый ветер повредил ряд высоковольтных опор, что привело к перебоям в электроснабжении в пострадавших районах. Сильные грозы прошли также и в соседних Мекке и Джидде. Порывистый ветер поднял в воздух пыль и песок, резко снизив видимость на дорогах и создав опасные условия для жителей. Несмотря на серьезные нарушения инфраструктуры, информации о жертвах или пострадавших в результате стихии пока не поступало. Службы гражданской обороны в регионах Медина и Мекка были приведены в режим повышенной готовности. Власти призвали жителей проявлять крайнюю осторожность, избегать затопленных территорий и не приближаться к руслам высохших рек, которые быстро заполняются водой во время паводков. Алжир столкнулся с масштабным природным бедствием. Серия лесных пожаров вспыхнула сразу в 8 провинциях. По данным гражданской обороны Алжира, к вечеру 13 ноября было зарегистрировано 22 отдельных очага возгорания. Ситуацию значительно осложняли сильные порывы ветра, скорость которых превышала 60 км в час. Возникший утром пожар в муниципалитете Архат быстро охватил район Бухлиджа. Позднее вечером новое возгорание было зафиксировано в Мираде. Огонь стремительно продвигался к населенным пунктам в западных районах Типазы, расширяя зоны горения в Архат, Гуррая, Меслимун и Бени-Мелек. Угроза населенным пунктам заставила власти начать экстренную эвакуацию жителей муниципалитета Хаджрет-эн-Нус. Утром 14 ноября ситуация в регионе оставалась крайне тяжелой. Несколько основных очагов в Бухлидже, Амарше, Меслимун, Бузулуэ, Шуле и Дуара-аль-Ихва-Марсали продолжали активно гореть. Для координации действий и оценки масштабов катастрофы в регион лично прибыл премьер-министр и руководство гражданской обороны. В то время как пожары в других провинциях 15 числа были частично или полностью потушены, ситуация в Типазе продолжает оставаться крайне напряженной. Экстренные службы круглосуточно сражаются с огненной стихией в условиях сохраняющегося сильного ветра.
Ночью на вулкане Сакурадзима, расположенном на юго-западе Японии, произошло мощное извержение. По данным местного метеорологического агентства Кагасима, извержение произошло в 1 час ночи по местному времени в кратере Минамидаки. Столб пепла достиг высоты в 4400 метров над уровнем моря. Вулкан Сакурадзима, часть Кальдены Айра, известен своей почти ежедневной активностью и считается одним из наиболее опасных вулканов Японии. Он находится под постоянным наблюдением. Японское метеорологическое агентство поддерживает для него 3-й уровень опасности по 5-бальной шкале, что предписывает необходимость держаться подальше от вулкана. Несколько районов австралийского штата Квинсленд попали под удар мощных гроз, которые принесли с собой гигантский град, шквальный ветер и ливневые дожди. Штормовой фронт охватил как внутренние, так и прибрежные районы юго-восточного Квинсленда, включая Брисбен, Золотое и Солнечное побережье, а также Логан. Шквальный ветер достигал более 100 км в час и привел к падению деревьев и повреждению строений. Град повредил автомобили, крыши и солнечные панели на домах, особенно сильно пострадали районы Праттон и Клифтон. Тысячи домов в штате остались без электричества, службам экстренной помощи поступили десятки звонков. Метеорологическое бюро предупредило, что погодная ситуация остается нестабильной и риск возникновения новых штормов, способных вызвать разрушительные ветры и гигантский град, сохранится все выходные. Мощный штормовой фронт обрушился на Ирак, вызвав масштабные наводнения в столице Багдаде и северном районе Заху в Курдистане. Интенсивные осадки, достигавшие 50-80 мм за несколько часов, привели к выходу рек из берегов, транспортному коллапсу и десяткам эвакуаций. Сильные дожди, сопровождавшиеся молниями и порывистым ветром до 50 км в час, буквально парализовали жизнь Багдада. Вода затопила более 20 городских кварталов, в том числе рынки и школы. Транспортное сообщение оказалось парализовано. На 3-4 часа город оказался скован пробками. В районе города Заху в Курдистане наводнение носило еще более разрушительный характер. Потоки воды уничтожили до 40 домов, еще около 100 повредили. Затоплено 5 километров дорог, в том числе центр города. Пострадавшими числится 500-700 жителей. Жертв удалось избежать, но 10 человек получили травмы от падающих обломков зданий. Значительные потери понесли от стихии и фермерские хозяйства. На площади 20 гектаров полностью уничтожен урожай. Сегодня службы гражданской обороны продолжают работать в усиленном режиме, призывая жителей избегать затопленных территорий. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.